И приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Евгений Копатько на связи прямо сейчас. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Начать наш разговор я хотел бы с такой сенсации или около сенсации. В общем, небезызвестный Сеймур Херш вышел и говорит, что Зеленского, если Трамп надавит, могут убрать и заменить на Залужного. Интересная диспозиция, особенно ввиду того, что происходит вообще в отношениях между Зеленским и Трампом, Трампом и Путиным, и ввиду вот этого, такого напряжения, которое мы ощущаем непосредственно на передовой, и кажется, что никто ни о чем не договорился. Так вот он, ключик к тому, чтобы договориться. Как вы оцениваете, почему Сеймур Херш вдруг вспомнил Залужного, и что думаете насчет вот такой замены? Действительно ли Зеленский так надоел Трампу? Наверное, две вещи, которые в нашем общении, в общении с коллегами, мне кажется странными. Это слово «надоел» и «устали». От таких процессов его организаторы не устают, на мой взгляд, никогда. Неужели нас ничему не научила история 90-х годов, когда, в принципе, мы пытались каким-то образом, каждой стране, уже получившейся после Советского Союза, выстраивать свою жизнь, взаимодействовать с зарубежными организациями. У них стратегия долгая. Я еще вспоминаю первую поездку в Соединенные Штаты в составе делегации 99-й год, когда аналитики на полном серьезе, то есть обсуждали тему, связанную с возможным разделом Украины на три части тогда. Поводом для этого случилась тогда статья, по-моему, Мороза, если мне память не изменяет. Не суть важно, это уже очень давно было, больше 30 лет, но тем не менее. Вопрос раздела Украины американцы обсуждали и рассуждали об этом всерьез еще в конце 90-х годов, напоминаю. Поэтому никто от этого процесса не устает. Они действуют и двигаются в долгую, играют в долгую. Поэтому вопрос о том, что замены кого-то на кого-то, действительно здесь имеет под собой основание. И в ваших эфирах, и ваши коллеги не единожды говорили о том, что, во-первых, отсутствует ресурс легитимности, хотя Запад формально поддерживает Зеленского, это раз. Второе, это то, что внутри, собственно, общества и внутри той части населения, которая находится под контролем и информационным контролем, политическим, каким хотите, силовым контролем, то большинство граждан так или иначе выступает против выборов, потому что полагают, что в условиях военного времени выборы маловероятны. Следующий вариант, третий, это касающийся борьбы внутри элит. То есть на самом деле сейчас, используя этот военный, административный, политический ресурс, Зеленский, по большому счету, его ближайшее окружение, они пока формируют повестку. Но при этом всем не значит, что в обществе не существует высокое такое напряжение, противоречие, причем это противоречие нового уровня, противоречие военного времени. Поэтому, Александр, я считаю, что статья периодически, в смысле, это статья, которую мы с вами сейчас так или иначе обсуждаем или касаемся ее, это не первый материал, если вы помните. Причем британцы, которые, по сути дела, которых считают крестным отцом, коллективным крестным отцом Зеленского и украинской власти нынешней, писали об этом довольно часто. И когда возникает какой-то кризис на фронте, кризис в отношениях, кризис публичной деятельности украинской власти, то часто очень возникает этот вопрос. Уже давно отношение и к Зеленскому, и к украинской власти в нынешнем виде, которая есть, далеко на Западе не комплементарна, если коротко. Давайте все-таки о деталях этого материала, да? Очень интересно, что если Зеленский откажется покинуть свой пост, что наиболее вероятно, один из американских чиновников, причастных к этому, сказал Сеймуру Хершу, что он уйдет силой. Мяч на его стороне. Многие в Вашингтоне и в Украине считают, что эскалация воздушной войны с Россией должна быть прекращена как можно скорее, пока есть еще шанс договориться с президентом Путиным. Смотрите, мы об этом на самом деле, это секрет Полишинеля. Нужно изъять раздражитель или одну сторону, и тогда все закончится. В Украине с 22 года ходит эта легенда, что, смотрите, сейчас Путин там умрет в холодильнике, что-то с ним случится, табакерка. Помните, это очень широко обсуждалось. И тогда все, война остановится, все будут праздновать и радоваться, Россия изменится, и победа близка. Сейчас эта история развернулась на 180 градусов. И вы знаете, ведь этот материал, почему он важен? Потому что этот посыл победы, за что вы воюете? За победу. А какую победу? То есть образ победы, он абсолютно мутировал сейчас в этот период.
Как вы думаете, действительно ли есть такая опция уйти Зеленского силой? Кто это может сделать и как? Ну, смотрите, начнем с того, что, опять-таки, образ победы. Вы абсолютно точно сказали, что, по большому счету, вот эти нарративы, как принято сейчас говорить, это западные нарративы. Нанести стратегическое поражение России. Это было до 22 года. После 2014 года уменьшить или вообще нивелировать российское влияние на постсоветском пространстве, в частности на Украине. Я вам просто повторяю то, что, собственно, делалось, и когда после того, как открылись документы USAID, вот это все можно цитировать, и тут вам не нужна никакая ни украинская, ни русская пропаганда. Там все было уже написано. Украина, украинская элита, которая по большому счету многие были комплементарны. Вы помните заявление того же Зеленского 2014 года, присутствие в Горловке и так далее. То есть многие политики, которые там, ну не об этом речь сейчас, не о мимикрии, не о, условно говоря, пересмотре своих позиций. Речь идет о том, что, в принципе, это был не нарратив украинского, по большому счету, даже политического класса, если можно так сказать, потому что многие ставят под сомнение его существование, потому что считают, что он полностью зависим от Запада. Ну, предположим, что он есть, и смотрим на ситуацию со стороны. Третий момент, вот если это вторым был моментом, то, что, по большому счету, на Украине это было не столь важно и очевидно, потому что они хотели больше самостоятельности, они хотели, чтобы украинская элита сохранила свои бразды правления, но по большому счету, да, и, кстати, зависимость от Москвы, я говорю, была тогда минимальная. Собственно, вот как бы это ни парадоксально звучало, собственно, если мы не пройдем вот этот, не бросим взгляд назад и не посмотрим, как это было на самом деле, то элита, в принципе, не так уж и зависела от Москвы. Они, собственно, удавалось перед выборами выкручивать руки условно пророссийским кандидатам или действительно искренне пророссийским, или которые считали, что на постсоветском пространстве нужен мир и сохранение нейтрального статуса Украины, условно прозападные, которые продвигали нарративы продвижения к НАТО. Причем, собственно, это тоже было частью украинской среды. Но почему я это так детально объясняю, на мой взгляд, сейчас? Это важно по той причине, что тогда этого не было. Потом, после 2014 года, случилось так, что по большому счету все это стали, скажем, причем симпатия к России была на очень высоком уровне, даже среди части политического правящего класса. Это вот аксиома, это те вещи, которые действительно были на самом деле, которые трудно, скажем, замолчать и трудно исказить на тот промежуток времени. Дальше. Получилось так, что после 2014 года Россия стала для Украины врагом. Вот, и это, собственно, стала накачка, и там диверсификация финализировалась уже на Украине, и движение в сторону НАТО, и все негативное, что касалось отношений России, оно, собственно, кристаллизовалось в украинском обществе. Все, вот такой мы подошли к 2022 году. Вот, конечно, мы понимаем, что в этих условиях, да, и в этом случае, кстати, мы говорили о том, что зависимость от России была минимальна. От Запада была чуть больше, потому что активы, извините, материальные хранили наши товарищи из бизнеса, хранили именно там, не в России хранили. Ну, в России тоже хранили. В России тоже, да, я говорю, в России тоже хранили, то есть оно все было распределено. Треть на Россию, треть на Запад и треть на другой мир. Вот так была распределена и торговля и, собственно, как бы усилия Украины в экономическом плане. Дальше. После 2014 года, на мой взгляд, опять-таки, украинская власть больше попала в зависимость от внешнего фактора, от внешних факторов, в частности, от Соединенных Штатов и от Запада, то, что принято называть. И, собственно, вот те опросы, которые были в 2014-2015 году, которые проводили различные украинские компании, которые свидетельствуют о том, что страна находится под внешним управлением, показатель был порядка 65-68%. То есть население это в принципе осознавало. Теперь дальше, когда после 2022 года, и когда ситуация стала такой, что выборы, по идее, должны были пройти, но их нет, то есть легитимность Зеленского поддерживалась этой власти, да. И в обществе существовал такой и западный консенсус, если можно так сказать, и консенсус, связанный с, ну это же не консенсус, а понимание части общества, что выборы в этих условиях военных невозможны. И вот, собственно, это устраивало всех до определенного времени. Но когда речь зашла действительно о мирных переговорах, о том, что с Россией так не получилось, как хотели на Западе, то есть Украина то все, что приняла, все, что Запад хотел по большому счету от России. Ну давайте так, вещи своими именами называть. То если это не работает, то тогда, очевидно, ситуация складывается таким образом, что-то нужно менять. Но уже устроились в условиях войны. То есть это власть войны, это не власть мира. Эти люди как бы живут в другой совершенно картине, сложилась другая картина мира.
перейти, скажем, к переговорам, перейти к тому, чтобы заключить какие-то договоренности. Они, собственно, эти темы вот обсуждались, различные были способы, как это будет. Но все помнят, условно, слово «все» — это не фигура речи. Все помнят Минск-2, просто разный в своем ключе. Понимают, что это 8 лет было чистейшего саботажа и дальнейшего втягивания Украину в западную орбиту. Это очевидно. То есть никаких разговоров с Россией не было, о чем подтвердила Меркель и Олланд. То есть я просто даю вот та база, которая была на самом деле. Другой ее не было. Ее можно как угодно интерпретировать, но факт был такой, что никто не собирался после 14-го там договариваться по Донбассу. Хотя условия для Украины были очень щадящие. По факту, по Минским соглашениям, Донбасс возвращался в состав Украины, только, условно говоря, в виде автономии. Просто напоминаю, что об этом шла речь. Нравится это кому-то или нет. Но вот теперь мы пришли, вот, допустим, 25-й год, да, пришел Трамп, он сказал, что я решу войну за 24 часа, но это, знаете, самое, то я вам в каком-то эфире говорил, это больше всего настораживает. Во всяком случае, мой опыт, мое понимание жизни, тех процессов, в которых так или иначе мне приходилось участвовать. Вот товарищи, которые приходят, я сразу все порешаю, все решу, это все, понимаете, сразу вызывает да, эйфорию вызывает у части людей, но ты начинаешь вникать в детали, ты понимаешь, что там выходит одна причина, вторая, третья, какие-то, собственно, факторы, которые мешают, не то, что за 24, даже за 24 месяца решить эту задачу. И опять-таки опыт работы, допустим, в разных группах, экспертных, как раз говорил о том, что мы, когда были в Британии там лет 10 назад, вот они рассказывали, как они решали проблему в Северной Ирландии. Еще раз говорю, локальный процесс, который длился 30 лет, который на острове, там не было внешнего вмешательства практически никакого. И им пришлось очень много времени потратить и денег для того, чтобы решить эту задачу. Сейчас ситуация следующая. Вопрос не усталости, вопрос смены действий, смены тактики Украины относительно, вернее, Запада, относительно России. Это очевидно на сегодняшний день. И в этом вопросе возникает, почему я так развернут. Зеленский уже давно стал фигурой, причем это не в России стали говорить. В России эту подхватили тему, что он нелегитимный, он не может решать, потому что не могут быть выборы. Особенно конфликт, когда пришла новая администрация американская. Ну, это же несколько месяцев назад было, что это нужно провести. Это было одно из условий, правильно, Трампа. Помимо мирных переговоров, что прошли выборы. Но оказалось, в нынешних условиях это невозможно на сегодняшний, подчеркиваю, на этом промежуток времени, на это июля и на ближайший месяц-два. Это невозможно, даже возможно на ближайшие полгода. Вы же вы же помните эту песню, что я знаю точно невозможное возможно? Было бы желание. Послушайте, если человек ищет способ, если хочет, он найдет способ. Если не хочет, найдет причину. Еще раз говорю, масса объективных обстоятельств, которые в силу, причин, давайте так, арифметику разложим. Вот мы люди, которые находимся в разных странах. Миллионы людей, они исключены из политического процесса. Мы с вами захотим проголосовать, мы проголосуем, нет. Даже дело не в этом сейчас. Внутри Украины нет предпосылок для политического процесса. Потому что там есть скрытые, неразрешенные конфликты уже нового этапа, после 2022 года. Если они не разрешатся и не будет договоренности, то тогда о выборах очень сложно говорить. На мой взгляд, сейчас присутствует некая монополия. Я считаю, что есть монополия на власть на Украине, и она всех устраивает, потому что это сохраняется вертикаль управления страной. Я просто говорю из логики, которую я вижу. Не то, что невозможно, я же не говорю никогда, не говори никогда. Я говорю вот сейчас, вот помните, весной были, вот меня критиковали там, и в России там говорили, что я говорю, никакие выборы, вы о чем сейчас, о каких выборах весной? Тогда, помните, да, Трамп сказал, будут выборы, в мае, так, по идее, начаться должна была чуть ли не избирательная кампания. Я ничего ж не путаю, правильно? Но условий не было внутри, потому что люди столкнулись, подождите, даже я от технических сторон ухожу даже, сторон там избирателей, там округа и так далее, это вообще детали, это не моя задача. Но оказалось, что по большому счету и часть, скажем, вот этого торга, и часть торга, который был Западом, опять-таки, Зеленский там выторговал то, что, опять-таки, посылаясь на западные источники, что Америка отложила пока историю с выборами. Но опять-таки... Тут очень важный нюанс есть. Вот вы говорите, как аргументацию этого, ведь, опять-таки, Херш пишет, и мы с вами обсуждаем, силовую замену Зеленского. Надавили, да, и он принял какое-то решение сам. Уже как обыграть, это уже детали. То есть все равно. То есть все, уходишь. Там гарантии, отходы, пути всякие. Это уже это все не важно. Принципиальный момент, Зеленского нет.
Вы делаете упор на какие-то условия внутри страны. Вы понимаете, что и это не фигура речи, это не потому, что там на меня Зеленский ввел санкции, и я тут такой его не люблю, понимаете, сижу. Но это объективная картина. Опора этой власти, кроме ТЦКшников и ментов, которые сейчас по стране, ну там, ужасами занимаются и представляют режим в его оскотинивании, да, и как бы, ну, являются псы вот эти цепные, да, Зеленского. Он же держится на войне. Война, как это, вот, курица, да, вот эта вот утка, игла в яйце и так далее. Значит, война держится на военных. Вот во время представления нового Кабмина это ведь не просто там перепалка с каким-то Гончаренко и плевок в его сторону, мол, что ты тут возмущаешься, иди воюй, поддерживая ребят на фронте, такие как ты, как вы, вот это ты вы, понимаете? То есть и когда вернутся военные? Да когда победим Путина. Ну вот сидит сейчас в окопе военный и смотрит, как он побеждает Путина, понимаете? И, понятное дело, волна возмущений как бы пошла от военных абсолютно, ну, скажем, таких заряженных на войну, которые там паблики ведут, которые... Они даже не смогли скрыть недовольство, возмущение, ну и резкость высказываний в отношении вот этого эпизода в Верховной Раде. То есть это он подрубил сук, на котором он сидит. А это прямое следствие и как бы вот того, ну, о чем вы говорите, о каких-то условиях. Ведь там же, как говорят, мы не можем принимать, ну, вот эти выборы, потому что надо же военные, чтобы проголосовали. Военные за него не проголосуют. Бусифицированные не проголосуют. Их семьи не проголосуют. Это президент определенной прослойки, небольшой прослойки, которая, конечно, жирная и обогатилась на войне, но тем не менее. То есть немножко как бы, если трезвее посмотреть на эту ситуацию, ведь у Зеленского, по большому счету, очень мало ходов. Ну, то есть первый ход это вот лупить по России как только может и воевать. И всем говорит, будете воевать, пока Путина не победим. А второй, то, о чем пишет Херш. Просто это вот не, как это вам сказать, это не какая-то там страшная история. Это тоже возможность красиво слинять. Почему нет? Ну, во-первых, когда он пишет о силовом, условно говоря, силовом смещении, ну, слушайте, но меня вот это больше удивляет. Ну, давайте это третье. Знаете, что это длится долго, что от этого, вернее, устали, что кто-то надоел и что можно сместить. Послушайте, сместили силовым способом на Украине власть в 2014 году. То есть никого почему-то, причем общество, которое было против Майдана, подчеркиваю, оно было больше, чем те, которые были за Майдан. Ничего прошло. Собственно, создали подавляющее большинство и критическую массу, которые поддерживали сейчас тех людей, которые находятся в власти. Но и этот кризис тоже, потому что прошло уже больше 11 лет с того момента, когда сменилась власть на Украине. Прошли два этапа относительно, ну как, условно говоря, легитимных выборов, ну то есть их приняло как минимум международное сообщество, но те, кто понимает ситуацию внутри, понимают, что там условия для равноправных выборов просто не было по определению. Но это уже другой вопрос. И теперь возникает, ну как вот такое естественное размышление по поводу того, что по Зеленскому. Да, вот эти все вопросы, кто недоволен, кто там, кому не нравится это в армии, кто возмущен. И вопрос даже не в вас и не во мне, Александр. Речь идет о том, что реальность, она, на мой взгляд, такова, что здесь эти факторы не имеют значения. Они сейчас поднимают градус, как пульс, вот, знаете, вскочила такая яркая. Но задача в чем мы с вами говорим? Чтобы этот процесс шел долго. И мы в этом процессе должны быть моменты оживления. Ничего, по сути, не поменялось с 2014 года. Но каждый себе задаст вопрос, что власть это сохранилась, да. Режим сохранился, да. Условия его существования, да. Сузились возможности, социальная база, количество людей, которого не будет, да. И вот это больше пугает тех людей, которые этим процессом пытаются управлять или модерировать, или каким-то образом с ним взаимодействовать. Но я ж просто это... А этот всплеск эмоциональный, их сколько было, Александр? И, скажем, наступление, и, скажем, какие-то вопросы, и этот конфликт в Белом доме. Да их столько, вот называется, да, всплеск, потом затихание, и потом опять. Эта новость живет несколько дней. Процесс не изменился. Вопрос касается того. А вопрос, кстати, о силовом, это то, что возбуждает часть населения,
в плане того эмоционально. И речь идет о том, что, ну давайте так, они сказали, вот, да, может быть и легитимная власть. А послушайте, ну произойдет собрание там Кабмина, я просто ее утрирую, соберутся там старейшины этой страны и скажут, мы не будет Зеленского, будет, допустим, господи, Залужный. Ну и что? Александр, это же не выборы будут, это просто произойдет смена. Ну, дворцовый переворот. Ну, вы вспомните, Нуланд, как говорила, будет мэром Кличко, премьером Яценюк. Кого волнует это решение? Вопрос напугал в каком плане? Что он может быть силовым путем как бы удален от власти. Послушайте, это их решение. Это, возможно, прокачка какой-то истории, потому что таких разговоров, подчеркиваю, было много. И британцы об этом писали не единожды с начала года, потому что вот где произошло, скажем так, как сказать, усиление вот настроений негативных, это с приходом Трампа. Но задача какая стояла, на мой взгляд? На Европу переложить ответственность и финансирование украинской драмы. Точка. И кто будет этот, скажем, локомотив этой всей истории? Это будет Германия. Деньги будет давать Германия. Все, они распределились. Добрый следователь в виде Трампа остался в стороне, он будет продавать оружие, потому что сказал Трамп? Ребята, подождите, мы это продавали, мы давали бесплатно миллиарды помощи. Теперь давайте этого не будет. Тут экономика. Вот извините, там классика вспоминается. У них все просто так, кроме денег. Но это же очевидные вещи. То есть, да, произошло что? Там произошел экзистенциальный конфликт с Западом, ничего подобного. У них общий враг является Россия. После перехода к власти от демократов к республиканцам, что они сохраняли, когда вот это в открытом доступе? Америка, какие ключевые задачи поставлены? Сохранение статуса великой державы, роль доллара. Китай является ключевым стратегическим противником Соединенных Штатов. Дальше по пунктам. Александр, а о чем меняется? Процесс что, изменился? Нет. Просто Европу больше как бы предложили больше участвовать в процессах. USAID отменили, но я так полагаю, что многие специалисты, которые там работали, работают в европейских проектах. Ничего, по сути, то есть, ну хорошо, но заменит Зеленского. Это не будет, это же не выборный момент, понимаете? Смотрите, ну, произойдет. И не факт, что это Залужный будет, понимаете? Да, Залужного долго нет на Украине, и слово рейтинг, и все там, ну придет какой-то третий человек. Нет, ну смотрите, тут такой момент, кого выберут, того поставят, действительно. То есть я с вами согласен. Однако, я почему ухватился за эту всю историю? Потому что это все равно какой-то шанс на новые условия, шанс на мир, шанс на какую-то паузу. Новый человек – это шанс на нечто новое. И условно там при новом человеке у руля Украины, каким образом он попал туда в это кресло, ну тут вы правы, конечно, тут я без всякого, то есть как. А люди же, понимаете, они кого им покажут, кого им там обласкают, да, кому скажут, кого Мы там... при этом не обижаем людей, просто там процесс такой, что они не влияют на этот процесс. Я здесь с вами, ну, то, что вы говорите, то есть нет противоречия. То есть понимаете, в чем дело? То есть и людям, кому покажут, там, они за тобой проголосуют. И это действительно не в обиду людям, так и есть, потому что на поле политическом, ну, некому выходить и выступать. В Украине во время войны невозможен там вот этот румынский прецедент, и то, да, глобалисты задушили. А что такое румынский прецедент? Победила оппозиция, его просто сняли первый раз и второй раз с выборами. Причем Соединенные Штаты сказали нет. Да, я имею в виду в том плане, что абсолютно человек из ТикТока, то есть, да, абсолютный там как бы выбор народа, да, вот выбор народа, и что кто-то такой есть в Украине, таких нет. Украину как бы погружают в эту всю, ну, скажем так, воронку. Вот так задача не стояла, Александр, задача это не было. Вопрос чтобы в чем? Это была политическая жизнь. Вопрос в чем? Вопрос в том, что это абсолютно новые условия. Сейчас идет и муссируются как бы две таких очень интересных темы. Тема номер один. Ну, понятно, да, Белый дом же, было же сказано, что если за 50 дней вот этого трамповского ультиматума, предложения, срока не выйдут на прекращение огня, тогда будут санкции, ну, или пошлины, тарифы, в общем, тогда Трамп ударит. 18-й пакет уже проголосовали, там попали ряд людей, ряд компаний, то есть расширили список санкций европейцы. Как бы там Словакия не пыталась противодействовать, это все приняли. И готовят уже 19-й пакет. И идет обратный отсчет до вот этих новых санкций. Поразительно, что я так вот поглядываю, ну, российская медиа-среда как коммуницирует, что
не переживайте, если цены поднимутся после введенных пошлин Трампа, да, то немного. Ну, то есть уже начинается подготовка вот к этому решению. И тут возникает как вариант какого-то спасения и условной Ялты-2, это как вариант, да, это вот парад, парад Победы, 80-летия во Второй мировой войне в Пекине, в Китае, который принимает Си Цзиньпин, уже там точно будет Путин, и скорее всего будет Трамп. И вот это вот на троих, Путин, Трамп, Си, все может разрешиться. Это укладывается четко в дедлайн 50 дней. Некоторые там говорят, а может это имел в виду Трамп, когда вот так подводил, да, вот эти графики, вот это называл не 100, не 10, не 30, а 50. Как вы думаете, может ли вот период до вот этого собрания в Пекине, да, торжественного, чем отметиться? И действительно ли все можно точку поставить и начать условно отсчет заново в начале сентября? Я полагаю, что нет. Тем более, что это наши с вами домыслы. Это раз. Сколько раз уже говорили о том, что вот встреча Путина и Трампа вот-вот завтра. Вот они переговорили. То есть, понимаете, вот у нас как драма, и мы, по сути дела, поддерживаем там невольно всю эту историю. Понимаете? Вот запустили слух один. Мир через 24 часа. Конечно, это повлияло, это даже я как социолог посмотрел, повлияло на общественное настроение в России, на Украине и в мире. То есть процент оптимистов был там процентов на 20 сразу выскочило. Потом все, закончилась первая история. Потом опять-таки процент пессимистов стал выше. Ну и что? Ну хорошо, мы с вами разогреваем сейчас очередную предложенную тему, что приедут они встретиться. Нам, знаете, у Гоголя было там только встретиться, мы будем дружить, а потом о нашей дружбе узнает государь и пожалует нам 2 ордена. А тут 3 ордена, то есть если взять мертвые души. Ну приедут 3 товарища, и будет о их дружбе узнает весь мир. И что? И вопрос такой, что мы сейчас по большому счету, я не то, что тут пессимизм какой-то тут развожу и предлагаю, но вот реальность такова, что ни один из вариантов предложен, да, подогрел общественное настроение, да, запрос на мир есть, это говорится, но условия, которые приемлемы, их нет. Потому что какие базовые условия, которые ставила перед собой Россия, когда в 2021 году Россия пошла на обострение, что придвинулись максимально критические, что это уже, условно говоря, для России красная линия о том, что Украина и НАТО. Это вещи, которые, ну, собственно, это одно из основных требований Путина в этой истории. Об этом и Трамп говорил, об этом Венс говорил. Об этом как раз была, когда там пророссийская, условно говоря, риторика о том, что действительно Россию обманывали на протяжении многих лет, там или во всяком случае обещания не выполняли свои. Поэтому вопрос и о перемирии завис, потому что нужны были договоренности, а не перемирие. И вот я говорю, на этом фоне, как вы хотите, о чем они договорятся? Предварительно договориться о чем? Что это будет здесь и сейчас. Что требования будут не только к России, но и к Украине в том числе. И к Западу есть вопросы, потому что опять-таки мы отсылаем нас к USAID. Опять-таки, все, что делалось, это для того, чтобы конфликт, все инвестиции были на то, чтобы этот конфликт поддерживался и продолжался между Украиной и Россией. А переводя другими словами, опять-таки мы цитируем не только Хирша, но и серьезных товарищей на Западе, которые говорят, это экзистенциальная война с Россией. Поэтому в стане НАТО появились Швеция и Финляндия, поэтому не осталось ни одной нейтральной площадки в Европе, которая была бы хотя бы относительно лояльна России. Вы упомянули Фица. Да, Фица тоже сказал, что он ничего не может сделать. И тоже скажет вам Орбан. То есть Европой вопрос как бы закрыт. Теперь мы ждем о более сложных условиях, которые взаимодействие и противостояние между Соединенными Штатами и Китаем. И куда им решать еще вопрос с Россией? Вот я говорю, я понимаю, у них с Китаем, если взять американские доктринальные документы, это они ключевой военный и политические соперники в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. Там сейчас формируется новый альянс против Китая. Мы сейчас о чем? Они что, предварительно договорились о чем-то? Нет. Поэтому, а здесь еще триумвират и проблемы интересов, смешение различных запросов и задач. И как мы себе это представляем? И вот теперь, возвращаясь к нашему вопросу, вот нас тоже слушают люди, и мы слушаем людей, которые у вас выступают, на других каналах, которые разные точки зрения имеют. Вопрос, я не вижу сейчас способа и возможности, чтобы это вот так по щелчку решилось.
Для этого должна быть какая-то базовая вещь, что понять, что есть условия у той и другой стороны. Это опять-таки цитирую американские источники. В какой-то момент Трамп начал говорить вещи, которые, ну, опять-таки, как кроме, как вы сказали, из ТикТока, оно ничего не понятно. То сказали, что да, Соединенные Штаты несут ответственность, теперь Россия виновата в чем-то. Ну, какие-то базовые вещи, на которых должны остановиться. Что мы считаем, что мир – это базовая история, что интересы есть у России, они должны быть соблюдены, что опять-таки, о чем говорил Трамп, что у Украины есть интересы, они должны быть соблюдены. Об этом тоже говорил Трамп. Какие вот сейчас мы на чем остановимся с вами? Не на чем. Вот и все. Ну, так, подождите, а куда все идет тогда? Слушайте. Ну, то есть, эскалация, Александр, потому если что вы, мы, когда так с вами эскалация начали диалог... уже пройдет к моменту встречи Путина с Си Цзиньпина. А кто сказал, что Трампа пройдет? Кто сказал, что она пройдет? Мы когда о мире заговорили, ведь какие точки зрения были? Давайте так, у нас сейчас дискуссия так живенько идет, извините, что перебиваю по факту. Говорили, вот мир, все. Эскалация вот с момента весны и сейчас вот как бы до лета, там, до начала июля. Ситуация-то на фронте стала жестче, активизация боевых действий идет, ну правильно или нет? Вопрос оружия и ресурсов, резервов, наступления или чего-то еще, она сохраняется. Вопрос мобилизации на Украине. Вы с этого начали свой разговор. Она сохраняется, это будет теперь тотальный носить характер, правильно? Это вопрос идет сейчас о молодых, о женщинах, о всех. То есть пока речь идет не о мире, это вот где-то здесь, вот эта инерция. На что вы думаете? Завтра, сказали, вот Верховная Рада Украины выступила, говорит, ребята, стоп, мы отменяем мобилизацию, мы отменяем, условно говоря, ограничения, закрываем ТЦК, открываем границу. Ну, раздел фантастики же в другом месте находится, наверное. В другом кабинете, в другом зале или в другой стране. Вот и все. Сейчас пока идет по нарастающей. И там сказали, что через 5 лет, через 50 дней, извините, случится чудо. Но его не случилось через 24 часа, потом не случилось через 30 дней. Мы же все это считали. Потом не случилось через 100 дней Трампа. Ну что, мы хотим быть заложниками этих цифр. Я еще из 90-х годов говорю, вот это вот 500 дней там на реформы какого-то Явлинского там или еще какая-то вот это вещи, которые вот людям там какой-то, да, и через 500 дней без усилий что-то произойдет. То есть ты воюешь, через 500 дней ты проснулся и говорит, не, ребята, мы закончили историю. Ну так же не бывает. 50 дней это на что? На разогрев. 50 дней на продолжение войны. Что? А если вспомнить иранскую историю, Трамп сказал, что мы будем там через только на следующей неделе будем разговаривать с Ираном по поводу ударов по объектам, да, и это случилось на несколько суток раньше. Вы же помните историю? Это же белый шум, который политики поднимают, где закрываются какие-то, ну, скажем, прячутся некоторые решения, которые будут раньше. Почему вы решили через 50 дней? По Ирану не сделали объявление публичное, ударили по Ирану на несколько суток раньше. Если сказали, что какие-то события произойдут за 50 дней, что произойдет? Пока идет эскалация, точка. И американцы сказали, что они продолжат давать оружие, что европейцы, то есть они, по-моему, они решили вот этот вот момент этого полугодия, скажем, я так его вижу, что они разделили обязанности с европейцами по поводу ведения войны на Украине. Это мое частное мнение. Я не претендую на истину последней инстанции. И Трамп выполнил задачу, он усилил, скажем, не усилил, да, скажем, создал условия, и чтобы Европа больше давала ресурсов на войну. А это случилось, произошло. Европа что, меньше стала консолидирована? Нет. Европа что, не стала, скажем, там какие-то решения были, которые в сторону мира? Нет. Европа сейчас стала злым следователем этой истории. Понимаете? Ну, вот это полугодие. Вот такое. Тут такой момент очень интересен. Пошла вот такая тенденция. Это прям видно. Ну, те, кто там следит за заявлениями Зеленского, некоторые там отмахиваются, говорят, не надо следить. Ну, там есть вот прям такая линия мода. Значит, во-первых, нам вводят новые формулировки. Там, дипстрайки. Ну, типа, глубокие удары, я так понимаю, ну, в Россию, понятно, куда. Сегодня был там 300 дронов, 30 ракет, там 15 кабов угодили в Шосткинский старейший там завод оружейный. Как он там до сих пор находится, непонятно, да, то есть Шостка там, граница сколько там, 100 километров, 60, наверное, да, от границы. Ну, в общем, Сумская область. Но тем не менее, разбомбили его в Ухнале, то есть я к чему? Я к тому, что и вот
параллельным курсом сегодня были запущены дроны там, по Москве, по Подмосковью, в ту сторону летело. Также есть там фиксируются прилеты. И вот смотрите, вот, дроны атакуют украинские. Это называется Deep Strike теперь. Эту историю возводит, среди прочего, в долгосрочные обязательства бывшему премьер-министру, новому министру обороны Украины Шмыгалю. С ним посидел вчера Зеленский, говорит, жду от тебя планов на ближайшее время, на полгода, там, давай дроны, надо бить по России. Я задумался, а для кого это? Ну вот смотрите, кто заказчик этих ударов по России? Это как бы частная инициатива Зеленского, ну такая попытка показать, что, ну, смотрите, деньги тратятся не зря. Вот мы воюем, у нас вот тут операция «Паутина», у нас тут сейчас вот там дроны запустили, там Крымский мост атаковали. А его спонсоры приходят и говорят, ну хорошо, воюете, да, действительно. То есть это как подотчетная история или такая вот инициатива, как говорится, снизу, или заказ сверху. Вот тут как бы, в общем, ну, линия это есть. То есть конкретно Зеленский параллельным курсом говорит, там, переговоры, конечно, переговорами. Умерова мы оставили в Украине, которого как бы отшвырнули американцы и не захотели принимать у себя послом. И теперь он секретарь СНБО. Ну вот, да, такая должность. Это для того, чтобы он занимался переговорами. Но переговоры переговорами, а вот именно такая линия на удары в глубину России, она сохраняется. Для кого, для чего и в чем сверхзадача? Ну, Александр, знаете, вот Запад что, отказался от антироссийской риторики, вот говорю, что это задача Европы теперь. Давайте так, хотите четкие имена, но, наверное, их не будет в этом случае. Но и опять-таки позиция Запада, даже тех же Соединенных Штатов и Европы, там, коллективная, плюс британцы, она разве изменилась относительно России? Нет. Вопрос, кто заказчик, вам это не... Знаете, только тот обман подлинный, который никогда не будет раскрыт, если я вспоминаю Латинян. То есть это еще за 1000 лет до нас было придумано. Если вопрос что-то успешно, это будет касаться прежде всего Запада. Если не успешно, это положит на Зеленского. Вот и все. Я вижу, его фактор субъектности возрастает в момент каких-то решений обострения с Россией. Ну, моментов там вот этих ударов и так далее, что он типа не подконтрольный. Ну, Александр, вот как бы это тоже одна из тем, которая, на мой взгляд, вызывает очень большие сомнения, даже как в случае употребления, когда на Западе его произносят, что он не подконтрольный. Не может быть эта ситуация, как минимум, как если они называют Украину и Запад себе партнерами, то вопрос неподконтрольности не обсуждается. Вот давайте так, чисто из логики элементарной. Если вы партнеры, если вам дают деньги на войну, вы не можете действовать, как это, вопрос, касающийся неудачи, это так Зеленскому, вопрос удачи, так Западу. Не поменялась картина относительно России. То есть, еще раз говорю, эскалация пока идет. То есть, боевые действия, они продолжаются, на мой взгляд, интенсивность их меньше не становится. И вопрос, касающийся его там, доли ответственности, конечно, он несет прямую ответственность, потому что он лицо, он картина этого всего процесса, правильно? А кто стоит за ним, это вопрос уже сложный, сложно обозначить. Периодически говорят, что это британцы, периодически это американцы, периодически это европейцы, периодически это альянс Германия, Франция, Британия, Франция, Германия, там как хотите называйте. Но я вам хочу сказать, что мы получили вот это вот время, этот год, наверное, даже это полугодие, мы получили как бы визуализацию реальной политики. Вот я вам так скажу. Они все люди, они все человеки. И тот же Трамп, тот же Венс, тот же Зеленский. Когда вот этот конфликт в Белом доме, и когда Трамп говорит, снимайте эту историю. Вот приоткрыли вот эту, как там, нам кажется, в кулуарах приходят, там какие-то ритуалы, встречались, там же есть люди, которые в разных делегациях работали, наверное, кто нас слушает, у каждого есть какой-то опыт работы. Есть какие-то там процессуальные вещи, процедурные вещи, да? А есть вещи, которые касаются жизни. Вот так они живут, так они общаются. Это тоже не боги. Вы вспомните, когда перед Стамбул-1, когда вот делегации встречались, когда камеры выхватывали, вот то реальное отношение между делегацией, война идет, как-то они пытались так договариваться, когда там этот Арахамия был и так далее. То есть, понимаете, здесь, на мой взгляд, вопрос, реальная политика, она такие же люди. Многим, может быть, не нравится эта война. Многие считают, что вопрос нравится тебе, не нравится, вот вы решаете задачи. Вы подписались
государству служить в этой истории. И вопрос ссылаться там, что все было при Байдене, а при мне этого не будет, но это ерунда, на мой взгляд. Понимаете, это тоже попытка снять ответственность. Я об этом уже говорил не единожды, я говорю публично. Трамп тоже несет ответственность за то, что происходит в стране. Хочет ли он мира? Возможно, по-человечески да. Если какие-то задачи или поменять как-то вектор движения, как-то договариваться с Россией, сколько об этом говорили, чтобы оторвать от Китая. Да, это возможно есть, но это все опять-таки разговоры. Но реальная политика такова, что сейчас диалог между Соединенными Штатами и с Россией, во всяком случае, в публичной сфере, он, если хотите, он заморожен. Вопрос, касающийся Зеленского, он тоже сейчас поднимает новую, ну, скажем, это новая волна негатива, если хотите. Херш — это катализатор в данном случае. Еще раз подчеркиваю, этого было много, Александр, и оно продолжает существовать. Базовых изменений я не вижу. Через 50 дней случится чудо. Ну хорошо, инерцию. Вы разогнали машину до 120 км в час. Вы за сколько вы до нуля или повернете в обратную сторону, чтобы, или во всяком случае остановитесь. Но эта логика, это вполне уместная такая аналогия. Поэтому я не вижу ничего там по поводу там реальной политики, что там к Зеленскому, там, Умерову или кому-то. Тем более, что, я насколько понял, интересно, посол в Штатах, гражданин Соединенных Штатов. Правильно? Там интересная история. Ну, Александр, ну это что все до абсурда доходит, и это принимается. И это принимается. Ну и все, ну чего вы хотите? Ну это вещи, которые, наверное, если вот эти вещи приемлемы, если такой уровень диалога приемлем, то, наверное, это устраивает. И устраивает, прежде всего, тех, кто ведет переговоры. У меня очень важный вопрос. Смотрите, не получится ли так, что вот с этим новым Кабмином и парламентом, в котором нет коалиции, это все увидели воочию, который принимает незаконное решение по отставке кабинета министра во время военного положения, получается, что у нас, там четко же написано, что во время военного положения отставка Кабмина невозможна. Это так вот прикрыли, оформили, сказали, да, это не то, что вы подумали, это там просто перестановки, по факту. Новый премьер, да, то есть и там изменения в правительстве. В общем, нелегитимный президент, нелегитимное правительство и нелегитимная Рада. И получается, что мы вот в этой комбинации приходим к тому, что так а с кем подписывать какие-то договоренности? И тут остается только один вариант, по которому там пошли по пути где-то в 2014 году, и который вот на самом деле самый страшный для элит украинских, для Украины. Это местные, какие-то силы, на местах. То есть конкретно о перемирии, условно, там, гипотетически, в Черниговской области будет договариваться там черниговский мэр, например. И так далее. Там, да? И вот таким образом, за счет вот этой тени и, скажем так, вот этой грязи, да, которая обмазали сейчас всех, и сейчас действительно там, они, конечно, не смотрят на это, отмахиваются, а если так разобраться, то вот эти конституционалисты, они должны же какое-то решение принимать. Потому что, президент, который просрочен, меняет правительство во время войны, парламент, в котором нет коалиции, этому потакает, выходит Порошенко и говорит, вот на меня уголовное дело завели за то, что я там неправильно без коалиции что-то сделал. Так вот, Зеленский тебя это тоже ждет, и все это военное положение, а воевать будут, пока не победим Путина. Короче, то есть слово «узурпация» уже не становится таким крамольным, и диктатура тоже. И получится, что договариваться не с кем. В этом сверхзадача вот этих перестановок? Или все-таки там просто нужно было, чтобы удобнее, как говорится, дела делать Банковой в отношении Украины? Теперь у нас не просто, Зеленский, работающий в офисе Ермака, да, президентом, а Зеленский, работающий президентом в стране Ермака. Я, наверное, так бы не разбрасывался такими заявлениями, потому что Ермак тоже, обожествление его, это тоже не самая лучшая история. Понимаете, ведь на самом деле, как происходит и кто стоит за этим всем, это тоже вопрос открытый. Еще раз говорю, что те люди, которые принимают политические решения, договариваются, они находятся не в Киеве в том числе.
Вопрос, какая фигура будет участвовать, я не знаю, я откровенно вам скажу. И вопрос, как вы сказали, там Умеров или кто-то еще другой, какая разница? Базовые вещи не поменялись. Вопрос легитимности остается открытым. Теперь, как для России, Украины и для Запада, он для всех имеет значение. У каждого по-своему, давайте так вещи своими именами называть. Для Запада важна легитимность Зеленского? Да. Для Украины важна внутри? Да. Для России да, потому что не с кем, как вы говорите, переговариваться. Вопрос, какая разница, кого куда поменяли. И вопрос, кого кем назначили. Но, очевидно, эти люди не будут договариваться, если вопрос станет о мире. А я так понимаю, я один из тех людей, и, наверное, таких много, которые бы считали, что мир это является важной историей. И, очевидно, и в Штатах есть такие люди. Мы же там тоже не идеализируем, что там все, у них какие-то смыслы есть. Еще раз говорю, мы слишком ставим иногда, и здесь вот и в России часто говорят о том, что типа, что для тех, Украина считает, что она центр вселенной. Нет. Для людей, которые находятся в конфликте в центре, это действительно центр жизни, центр вселенной, центр всего. И с этим я абсолютно согласен. Но вопрос для Запада тоже не пустой, то есть, что типа она никому не нужна, что там неинтересно, я же такие заявления тоже слышу. Ничего себе, отдали миллиарды долларов, времени, которое тратят на беседу на Украине, тоже идет это. Это не все, не может быть все белым шумом, потому что в данном случае это идет противостояние между Западом и Россией. Нравится это кому-то или нет. И по факту так, потому что те заявления, которые делает Зеленский, те заявления, которые делают некоторые политики на Западе, которые, условно говоря, сторонники силового сценария, но они не одни, они не одиноки. Но если поменяются политические решения, будут изменены на Западе, изменится и на Украине. И вопрос назначения, вопрос, кто будет подписывать договоренности, какое будет управление. А вопрос, которые территориальные, там местные власти, ну вот представьте, вы сказали Черниговская область, а Черновицкая область, а Закарпатская область. То есть это же, если вашу логику исходить из вашей логики, Александр, то это значит фрагментация государства сразу, с лету. Понимаете? Эта фрагментация, это тогда каждый... Вот слушайте, уже проезжали, было там сперва одна Киевская Русь, потом 3 княжества, потом их поделилось чуть ли не до 30. Ну, то есть это прямой путь. Я не даю прямой аналогии там с историей, потому что многим она непонятна, потому что то, что... Ну, короче, не об этом сейчас речь. Но у меня такая картина мира. То есть, если вы говорите, что местные власти будут, это фрагментация страны. То есть, они получат легитимность. А что они тогда делегировать должны ее в Киев? Собрание княжеств, которые... Ну, как вы хотите это сделать? Ну, так и есть. Это, подождите. А как по-другому? По-другому не так. Ну, Никто смотрите, не хочет эту вертикаль разваливать. Вы понимаете, в чем дело? Вы вот это вот все, там базовые установки. Установка базовая одна. Это сесть, взять власть в свои руки и никому не отдать, понимаете? Все. И то, что мы там наблюдали, это вот просто наперстничество. Ну, такое раз, то есть там, да, но это как бы, это задача, которая стоит. Это не, то есть центральная власть не отдаст эту власть. С ней договариваться, Ну, безусловно. С ней договариваться, не получится, к сожалению. Потому что там дипстрайки, то есть переговоры там в тупике однозначно. То есть поэтому вот мы начинали с Залужного и Херша. Новый человек, какой бы он ни был, это всегда новые возможности. Как бы он ни пришел, это новый кредит доверия, это новый взгляд. Вспомните встречу Путина и Зеленского в 2019 году. Какие надежды были, как все воспряли духом. И сам он там вспоминал об этом уже потом, Зеленский об этой встрече. Ой, я с ним встречался. В общем, такие моменты. Тогда можно было все решить. Потому что он был новый человек. Потому что с Порошенко некак решить. Сейчас у нас точно такая же история. Я хотел бы завершить наш с вами сегодняшний разговор. Мы так вот по верхам, имеется в виду об элитах, там, о власти, о верхнем этаже, да, этом всего происходящего. Но есть же еще и очень тяжелый кризис этажей нижних, как бы это ни звучало так коряво. Значит, вчера разошлось видео, в общем, в метро Киевском побили женщину. Якобы она там что-то кричала «Слава России», этого нет на кадрах, вроде как кричала. В общем, то есть мужики прямо ее отлупили, выкинули из вагона, люди стояли, там какие-то женщины попытались чего-то поголосить, и так произошло. Вот такая история. Полиция говорит, мы разбираемся, мы сейчас разберемся.
Проходит день, да, и вот сегодня приходят новости о том, что полиция разобралась. Они пришли, оштрафовали эту женщину за то, что, ну, собственно, за вот эти все возгласы или какие-то там пророссийские, ну, какие-то выступления там в людном месте. То есть не мужика, который ударил женщину, да, то есть даже если она там чего-то и кричала, а вот ее оштрафовали. Но она объяснила тем, что у нее там проблемы в личных отношениях, и она там выпила и ничего не помнит. Ну, такая, это лучшая позиция, наверное, в той ситуации, в которую там она попала. Я там напилась, ничего не помню. Но я хочу, то есть понятно, что как ведет себя полиция, да, понятно, ее нашли, пришли, к ней оштрафовали, там, админпротокол составили и так далее. Класс. То есть про наказание пока мы ничего не знаем, того, кто бил. То есть, получается, бить можно. Но меня волнует не столько государственная позиция, государственное отношение к этому инциденту, да, как там что разложили, а общественное. То есть, получается, мы настолько пропитаны уже вот этим кошмаром, что общечеловеческое понятие, ценность, я не говорю там христианское, не христианское, какая разница, просто, ну, просто как бы что там мужчина не должен бить женщину, это ведь у нас, ну, как это наше, причем публично, вот это все, никто не вступился. То есть такая метаморфоза с украинцами произошла. Этот эпизод очень характерно ее демонстрирует. Какие мысли по этому поводу, прежде всего, как у социолога? Слушайте, у меня как это прежде всего человеческий фактор. Если хотите социологический, то да. Вот это расчеловечение произошло 2004 год. Ничего не напоминает. Перед третьим туром, когда унижали одних кандидатов, других, ну там, правда, без крови было, но история была. Когда после переворота 2014 года, февраля, людей в мусорные баки бросали, причем и мужчин, и женщин, ничего, что-то вас не беспокоило. Когда лупили по Донбассу месяцами, ничего не беспокоило. Я просто задаю простые вопросы. Когда одних расчеловечили, что кто там живет, за кого колючей проволокой нужно было? Вы же тоже земляк этой территории, которую вас тоже нужно было колючей проволокой закрыть. А потом с этими людьми власть договаривалась, которая представляла восток Украины. Вот они повели себя гуманно в тот момент. Потому что говорили не они-то об этом. И вы хотите этот процесс расчеловечения начался с первого Майдана. Это начало произошло. Начало по факту. Это легитимизированное начало, как и третий нелегитимный тур президентских выборов, на который согласилось общество, потому что это тоже не в рамках закона, не в рамках чего. Но общество нашло тогда возможности к какому-то диалогу. Вы спрашиваете за сейчас, а началось-то это тогда. Непринятие других людей, физическое насилие в отношении других людей, это что случилось? Вот это вот для меня первый водораздел, когда ментально поделилась Украина на Запад и Юго-Восток, это 4-й год. Это массовое явление, это что-то, которое конвертировалось в электоральное поведение, которое конвертировалось в поведение чисто человеческого Восток и Запад и так далее. И вот в этом противостоянии играли политики, когда примерно половина была на Юго-Востоке и половина в центре и на Западе. Все. Вы сейчас говорите, это производное, это политические последствия тех действий, тех людей, которые, в принципе, тогда, собственно, не то что узаконили, а стали, когда это приемлемо было. А что там, женщин не били в 2014 году, что ли? Женщин не били в 2014, и что, только власть вела себя так? И что было, как это касалось, когда шли эти покрышки, когда это все в Киеве стоял в чаду, в конце 13-го, в начале 14 года. Ничего кого-то это не... Вы понимаете, тогда потеряли власть. Монополию отдали улице. Монополию на что вы хотите сейчас? Где вы хотите найти, Александр, эту морализацию? То, что сейчас это все жутко, дико, я тоже подбираю слова говоря, но никогда мы с вами так не вели, слово никогда, это условие, чтобы мы это каким-то образом либо прославляли, либо как-то об этом говорили. То есть, на насилие уже тогда случилось, потому что одним было можно, другим было нельзя. А потом это другое, это не фигура речи. Страна переколошматилась таким образом. Страна позволила себе модель поведения внутри. И вот эта ненависть у людей, которые, в принципе, подчеркивая, в 90-е годы и красные, и белые, грубо говоря, на Украине, не то, что гордились, а принимали во внимание то, что не было у нас приднестровского сценария, не было грузинского сценария, не было среднеазиатского сценария, Александр. Поэтому сейчас это, в общем,
общем-то, та тяжесть война еще ожесточает людей. Эта война, в общем-то, многие вещи она как бы нивелирует, включая там, какая мораль сейчас. Мораль нужно возвращать, отношения нужно возвращать сейчас. Это тоже не фигура речи. Вы говорите о том, что длится на Украине в разное время, в разных условиях уже на протяжении десятилетий. Просто так или иначе мы привыкли к насилию, мы привыкли к нелегитимности поведения в определенные моменты. И когда одним это можно, а другим это нельзя. И поэтому, когда вас даже не удивило такие вещи в политическом процессе, мы не по верхам прошлись, мы по жизни прошлись. Когда действительно вызывает улыбку, в Штатах сказали, ребята, еще не хватало, гражданин Соединенных Штатов посол. Но от чего вы еще хотите? Какую вы хотите еще форму управления? То есть это же, понимаешь, что это довести до абсурда ситуацию. Эта ситуация доводится по многим показателям до абсурда. А человеческая жизнь, конечно, она имеет значение. И крайне жалко, что обижают, унижают, бьют людей. Но это что, вы же в процессе Кашникова, мне практически каждый эфир об этом говорите. Вы говорите о том, что насилие, которое там внутри, я имею в виду внутри Украины, там тоже ненависть существует. Конечно, мы с вами не коснулись этих глубинных моментов, которые они есть, они, безусловно, имеют тоже накопительный эффект, так как и активизация действий на фронте. Потому что происходит истощение, происходит ожесточение общества. То, что мы говорили, о чем мы категориями, о которых мы говорили в мирной жизни, они сейчас не работают. Мы выглядим очень так нелепо в этом случае, пытаясь перенести, скажем, отношение мирного времени на то, что происходит сейчас. И вопрос энергии, логика всех процессов, которые вот сейчас идут, это вопрос, либо мы, если мы останавливаемся, то тогда мы договариваемся. И тогда нужны люди, которые могут в состоянии вести диалог. Я это так понимаю. Это то, что я могу, наверное, то, что я умею. Поэтому мы с вами ведем себя диалог такой. Мы никого там не говорим, что нужно убить, прибить или что-то сказать в таком духе. Что есть вопрос, понимаешь, чтобы здесь осталась территория, где люди могут разговаривать. И это важно, потому что иногда это, там скажут, вообще никакой ценности не имеет. Ничего подобного. Поменять поле, энергию менять можно. Но вопрос заключается, что когда на это будет, если не запрос, но и изнутри есть на это запрос, извне есть этот запрос. Но подчеркиваю, начало эфира того, что война, которая идет, она не меньше, не поменялось ничего, не приняты политические решения. Просто сейчас Штаты и Запад, они стали более субъекты в действиях на Украине, если так хотите. Вот если перевести на базу и то, что сейчас. Мы пока еще не остановился процесс, не начался, вернее, процесс демилитаризации, не то, что там на военной сфере, а в политическом информационном пространстве. Этого просто нет. Просто вот мы с вами ловим какие-то сигналы через 50 лет, через 50 дней, извините. Да ничего не случится. Вот вы уже проехали, мы с вами проехали эту историю. 24 дня, 30 дней, 100 дней. Уже чего еще нужно? Давайте еще дату назначим. Что-то случится, но это не к дате привязано, это не к политикам привязано, это не к публичной деятельности привязано, это не привязано к деятельности людей, которые, по большому счету, там поменяли власть. Вопрос будет принят касательно политических решений. Это кризис очень глубокий, который зрел десятилетиями, который проявился в очень тяжелом внутреннем конфликте, подчеркиваю, внутреннем конфликте, внутри территории, где ненависть зашкаливает. Это даже не гражданская война, она уже дольше, чем гражданская война идет, это противостояние. И последствия такие. Гражданская война на Украине, там 2-3 года это было активной фазой. Сейчас это дольше процесс идет. Как минимум с момента, когда Донбасс начался. Это больше 10 лет идет. Инерция как это должно произойти. Не знаю, когда на малой территории я посмотрел, там я в Сальвадоре когда-то был, там несколько лет назад, то они последствия, там страна мизерная по сравнению по населению, но все равно проблема, неважно какая она, большая или маленькая, когда десятилетие идет конфликт, то из него очень тяжело выйти, очень тяжело выйти. Но нужно понимать одно, что конфликт этот имеет и внутренние причины, и внешние факторы. И я сколько бы там мне ни говорили, что пока мы не поймем причины, первопричина конфликта, это не потому, что я цитирую там президента России, но об этом говорят и в Соединенных Штатах. Первопричина что? Это действия Запада, направленные на постсоветском пространстве. Давайте я более обтекаемо скажу. Ну что, разве не так? Это была политика. Смотрите, я при всем уважении к вам, Евгений Эдуардович, можно, конечно, более обтекаемо сказать, но когда лупит кулаком по голове мужик женщину,
а все остальные воротят нос и делают вид, что это нормально, что бы она ни сказала, в каком бы она агрегатном состоянии ни находилась, ну, я имею в виду там, да, измененного сознания, ну, это уже приговор, понимаете? И тут не до обтека, тут, понимаете... Так не обтекаемое прямым текстом. Когда женщину-депутата мужики бросили в мусорный бак, это что, не то же самое? Вы это понимаете... 13-й год. И чего вы от меня хотите? И Морализации ее не будет. Я просто не хочу, что обсуждать. И все это украинцы, уже случилось 20 лет назад. И все украинцы обтекают, понимаете, в этой связи. Ну, а есть... в той не обтекали они, когда били людей? И женщин, и мужчин. Когда на колени ставили людей. Вы как-то не обтекали вы, что ли? Ребята, вы о чем сейчас? Вы сейчас частный случай, я еще раз говорю, что я не буду сейчас морализировать. Я понимаю, что трагедия – это не для обсуждения в эфире. У меня есть отношение к этому как к человеку, как это видит. Но когда вы говорите, что вот этот случай, который стал ярким, их этих ярких было тысячи, которые в медиа проявлены еще были более ярче. Еще раз говорю, я не пытаюсь никого-то сейчас вот, объяснить там от чего-то уйти. Чего? Я же говорю, это случилось не сегодня. Это не прецедент, который был. Это продолжение многих лет того, как мы научились вести друг с другом себя. Чего я здесь не так сказал? Где здесь конкретики нет? Вы когда бросали, не вы, я имею в виду, когда люди бросали 12 лет назад, человека просто тупо кидали в мусорный бак, ничего, мужики кидали женщину, били женщин, ставили мужиков на колени. Чего вы хотели, какой реакции? То есть одни почувствовали силу, других унижали их. И вот откуда это началось? Это что, сегодня случилось? Когда одних людей лишали права, там журналист, который был у вас, это человек, который ходит, который не сидит в тюрьме. За то, что говорит, что одни не люди, их нужно уничтожить. И этот человек как бы в эфире вещает. Это вещи, о которых не то, что там по пьяни сказал, это человек, который политику как бы транслировал определенно, и ничего не происходит. А что вы хотите сейчас от этого случая? Да, это яркий, это случай. До чего я должен сейчас, говорю, вы мое отношение узнали, это неприемлемо. Ни в моей линии поведения нет. Но если вы считаете, что это, скажем, единичный случай, это что-то случилось сейчас. Я это не считаю, что это единичный случай. Просто, смотрите, вы когда отправляете нас в там, этой иллюстрации мусорной и в другие... Я с вами согласен, бесспорно. И другие эпизоды ужаса этого, когда украинцы так ведут себя друг с другом, вы делаете определенную важную, да, не то что ошибку, здесь не в ошибке дело, но важное отличие есть. Войны не было, понимаете? Войны не было. Да ненависть и неприятие, неуважение к человеку уже было. А и это уже здесь было. Война была ментальная, война была информационная, война была политическая, электоральная, называйте так. И что? Формальные человека унижали, били в условиях того формального мира. А когда Донецк начался, когда били по Донецку, вся Украина спокойно себя чувствовала, а линия фронта была далеко. Ведь под тем же опросом еще 14-15 года мало кто на Украине там знал, что происходит на Востоке. Ну и что, это уже носило массовый характер, там несколько сот километров уже линия фронта формально была. И что, Александр? Какое я делаю? Я никакой ошибки не делаю, я просто констатирую вещи, которые там, я не занимаюсь морализацией сейчас, и не хочу ей заниматься, не моя эта задача. Но еще раз говорю, что брать во внимание эпизод, еще раз говорю, человечески объясняю. Нет, послушайте, ну смотрите, я почему? Я с вами не то, что спорю там или там дискутирую по этому поводу. Просто понимаете, в чем дело? Просто такая странная какая-то позиция. Ну давайте не заметим, а давайте пускай так и будет. А кто сказал, что не заметили? Так давайте не заметим. Полиция приехала и сказала, все, дали тебе по башке, сама дура виновата, напилась, начала там. Смысл в том, что это не первый случай, когда по пьяни в публичном месте люди в Киеве, в Киевской области включают российские песни, кричат слова России и так далее. То есть, что у пьяного там на языке, да у трезвого же, наверное, на уме, это тоже форма протеста. Когда все там заславкали Украиной, все там, здрасте, нельзя, не знаю, сходить в общественную уборную нельзя, без слава Украине, героям слава, то у людей возникает протест, который прорывается вот в таких неожиданных местах, что это не потому, что они Россию эту любят, а потому, что их достало вот это положение вещей. А вы говорите, не о чем говорить. Ну, давайте не будем говорить, давайте пройдем мимо, плюнем, разотрем, и пускай дальше бьют. Нет, не о чем говорить, и если вы задали другой вопрос об этом, что, конечно, то, что происходит, о чем думают люди, не говорят, это действительно значительно больше и глубже.
И тут не только по пьяни. И вот это почему те, кто боятся перемен, это боятся нескольких вещей. Люди вернутся, первое, с фронта. Второе, взрыв криминала, это по-любому, нравится кому-то, нет. Я не вещаю, я просто вижу опыт других, как это и наша история, та, которая дала нам повод так размышлять. Третье, это то, что люди, которых мы говорили, скажем, привыкли к определенной модели поведения, и это стало нормой, ну тут вы ничего не измените на самом деле. И вопрос, хотите вы этого, не хотите. Вы можете принимать, и отношение к России там глубже. И вот это, если вырвется, то это еще вендетта будет такая внутри страны. Вы же еще правильно, вы сказали вещи, на самом деле ни от чего нет. Вот случай, когда побили человека, и случай мотивация. Вылезет все. А когда это по регионам пойдет, как вы сказали, вот эта вендетта затронет очень многих людей. И я говорю, что тогда ТЦКшников будут, спросят ТЦКшников, тех, кто погибли, не погибли, там много чего выйдет. И Россия в данном случае, тут не о России идет речь, потому что по большому счету, когда, как сказать, большинство русскоментальных людей на востоке Украины, они стали украинцами за эти годы. Вот в чем дело. Они, может, перестали кто-то любить Россию. Но вот эта вещь, на мой взгляд, достаточно важная, которую я хочу до вас донести. Они украинцами не стали. И не станут в таких условиях. То есть вот это уже та внутренняя ситуация, которая вот там идет слом. А что у человека в голове как спит? Он же все равно смотрит на русском языке. И Зеленский смотрит сны на русском языке. Понимаете, какая штука? Евгений Кабачков был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели этот эфир. Все поставьте лайк и напишите, что думаете в комментариях. Всем добра и света. Увидимся.